Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. У нас сегодня колода 78 дверей. Вот давайте узнаем, какие двери будут открыты. Ну, а какие, может быть, и не открыты. И в любом случае это метафорические карты, и я так надеюсь, вы свою историю переложите на образы карт, и подсказка какая-то для вас все равно получится. И основная тема или темы неожиданности, что важно знать, что скрыто. Посмотрим по основным сферам жизни. Итак, что важно знать? Что у вас будет на неделе, может быть, в приоритете? Чего не избежать? Чем придется заниматься, или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать, по мнению карт. А что вам будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, вы чему-то не придаете значения, а может быть и кто-то нарочито скрывает. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Смотрим энергии. Денежная энергия на неделе. И личная жизнь, мои дорогие овны. Итак, что же важно знать? Умеренность, гармония в душе, душевный баланс, быть дипломатом. Вот что важно, это старший аркан. Значит, будут таковы обстоятельства, когда нужно держать и осанку, и терпение, и где-то транслировать больше лояльность. Не должно быть какой-то жесткости, колючести. Это может помешать, вот уже сразу нам говорит карта. И не торопить события. Все будет развиваться так, как, наверное, в небесной канцелярии прописано, мои дорогие. Но вообще по этой карте, вы знаете, это очень мирная карта, когда неделя как будто пройдет достаточно спокойно. Давайте неожиданности узнаем. Отчасти и нам говорят: приведи мысли в порядок. Но если мы смотрим на эту карту, как будто человек, который выглядит как слепой, именно выглядит, проходит мимо двери. И если мы спрашиваем, открытая дверь или закрытая, это основной ключевой вопрос. И вот по умеренности, для того, чтобы открылась эта дверь, как будто девушке нужно наполнить кувшины, не спеша. Прежде чем они наполнятся, дверь как будто не откроется. Вот тут терпение позволяет вам решить любую задачу. И здесь у нас показан человек, закрытая дверь, но он как будто изображает слепого. Почему изображает? Человек достаточно хорошо сложен, плечевой пояс у него развит хорошо, нет какого-то вынужденного положения, которое свойственно людям с этим недугом. И трость его, обратите внимание, она даже не направлена в сторону двери, как будто он хочет продемонстрировать: да, я в теме. Или то, что как будто я все знаю, но в чем-то не собирается участвовать. Может быть, вы, мои дорогие овны, как неожиданность, может быть, это как новость, или, это, с одной стороны, поведение человека может быть такое, да, который вам не говорит ни да, ни нет. И вроде бы он в теме, но никаких усилий, действий он не собирается делать. Но, может быть, и вам нужно одеть вот такие, иносказательно, черные очки, как будто, да, я в курсе, но я ни в чем не участвую. Я как будто прохожу мимо. Правда, тут с арканом умеренность, как будто не торопить события, не торопиться самому. Может быть, и вы на какую-то неожиданность. Лучше бы было, чтобы ответили вот именно, вот такой позиции, когда вы не говорите ни да, ни нет, оставляя себе паузу или пространство для маневра, может быть, временную какую-то зацепку, чтобы, если как-то развиваются события не в том ключе, как вы хотите, вы могли сделать вот эти полшага назад и выйти из какого-то дела. Вообще по четверке мечей я складываю оружие. Вот есть такой термин, пусть не в этой колоде карт, поэтому точно не торопимся. Чему сейчас не время? Двойка жезлов. Буквально нам девушка показана, которая дверь закрыта, но она телепортируется. А знаете, по этой карте как будто стараться участвовать или быть одновременно во всех местах, торопиться куда-то. По двойке жезлов это пытаться усидеть на двух стульях. Вот что-то такое. Где-то балансируя. Баланс должен быть в душе. Но может быть какой-то вопрос и не любопытствовать, а вот именно так занять такую позицию, как по четверке мечей. Я раздумываю. Я все знаю, но я никуда не спешу. Не время, знаете,
будете, ну, буквально тут, может быть, участвовать в каких-то разговорах, которых вам, к примеру, вы заходите в кабинет, и двое обсуждают кого-то третьего. И вот точно участвовать не стоит. Самое лучшее выйти, да, из этого дела. Потому что так часто бывает. Сидят, сплетничают, извините, ну, потому что это так и называется. Но виноват тот, кто третий, как будто тот, который зашел или обронил, может быть, одну фразу, а потом все переворачивается, и в итоге мы начинаем расхлебывать какую-то непонятную историю. Вот здесь собой не рисковать вообще. И поэтому где-то даже если очень любопытно, но лучше как будто в каком-то месте не быть, не заходить. Я вам так скажу, мои дорогие овны. Вы люди яркие, вы люди искренние. То есть, зная ваш характер, кто-то как раз на эти эмоции может вас пытаться вывести. И поэтому храните молчание. Не участвуйте в чем-то. Видимо, вам молчание и вот это душевный баланс, спокойствие помогает как, ну, защитный буфер будет для вас, я такое могу предположить, на этой неделе. Так вот, что же тогда помогает? Шестерка мечей – карта заслуженного успеха, когда вы сами за всем наблюдаете. Но вот так вот исподволь, незаметно, все контролируете. У кого-то из вас помогает, когда вы заняты буквально каким-то делом, трудом или, может быть, какое-то путешествие. Планирование вам помогает, мои дорогие. Для кого-то будет помогать, если, к примеру, вы уже думали о смене работы или смене сферы деятельности, или что-то вы хотите как новшество внести в свою теперешнюю профессию или в род занятости. Вот обдумывать наперед что-то, может быть, и просчитывать, заниматься, по сути дела, работой и своим делом, своим хобби, саморазвитием каким-то, то как будто, что нужно вам, и не включаться в какую-то многозадачность или в какие-то обсуждения буквально, что скрыто. Королева мечей. Вы знаете, тут, если вот мы говорим о каких-то воспоминаниях, вот как будто им не время, или вдруг что-то из прошлого может о себе напомнить, вот как будто тоже не время. Обратите внимание, нет, что помогает, нет дверей вообще. По сути дела, это у нас интернет. Кстати, для кого-то хорошо проиграется популярность в интернет. И если у вас свой бизнес или вы эксперт, профессионал в каком-то вопросе, самое время подумать о росте своей популярности, мои дорогие овны. Для вас весь год, ну, зеленый свет. И в этой карте королева мечей тоже никаких дверей нет. По сути дела, это какие-то образы могут о себе напоминать. Что скрыто? Скрытый, знаете, тут нет ничего скрытого. Это больше вам мешает, может быть, сравнение прежней ситуации с сегодняшним днем. У нас изображена женщина, которая представляет себя молодой или предается каким-то воспоминаниям. Но, видимо, все же нам говорят, что умеренность, да, и с арканом умеренность, это идет еще умение видеть по факту, умение, может быть, и ждать, или ждать удобного момента, но ни разу не идут какие-то ментальные измышления или какой-то анализ ситуации. У вас все стоит на повестке этой недели. Может быть, и если есть какой-то вопрос, чем вот вы занимаетесь, то не время, я бы сказала, сравнивать с каким-то предыдущим периодом, вот как эта женщина вспоминает былые дни. Ну, нарочито скрытого нет ничего. Давайте идем дальше. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Правда, тут вы со всеми можете договориться. И вот у нас, если посмотрите в позиции, чему сейчас не время, двойка жезлов, когда мы как будто во всех местах успеваем быть, как будто это не важно, но двойка, двойственная карта выпадает с одной стороны на позицию чего, что нам может помешать, и на работу. Поэтому, наверное, вот с одной стороны, та ситуация, как я сказала, заходите в кабинет, а кто-то обсуждает руководителя. Вот без слов выйти, вот, наверное, это точно вам будет помогать. Но, с другой стороны, по двойке кубков ваша лояльность миру, дружелюбие и все то, что я говорила по аркану умеренности,
Видимо, есть какой-то у вас как минимум один человек, который очень значимый, и это на вашей работе или по месту вашей службы. Поэтому это как поддержка, как умение договориться путем искренности каких-то добрых, более энергий, и это как раз совпадает с арканом умеренности. Знаете, вот такая неспешность на неделе вам дает возможность решить практически все вопросы. Не быть втянутым в какие-то ненужные дебаты. И если будет нужно, красиво ретироваться из какой-то ситуации, из которой, может быть, вообще по-английски нужно уйти. Энергия денег. Подарки, может быть, какие-то бонусы, у кого-то премия или, ну, наперед какие-то возможности, паж, жезлов. Это как новое начинание, новый вид деятельности или новый способ заработка вы можете продумывать. Это могут быть предложения или какая-то оказия, мои дорогие. Если мы говорим двери открыты, посмотрите, что на работу, что на дела, что на бизнес, как будто врата приоткрыты. И все зависит от того, как вы сумеете договориться. И если мы говорим про деньги, вы сами открываете как будто те двери, которые сочтете нужными. А там вас уже ожидает человек с подарками. Но это так, иносказательно. Поэтому по деньгам какая-то ваша собственная стратегия и тактика будет правильная. Но в значении паж все равно с элементом новизны или какого-то инсайта, который вы захотите воплотить в жизнь. Вот правда? Посмотрите, шестерка мечей. Как я сказала, карта заслуженного успеха. Если вы помните карту в классических колодах Таро, это чаще, ну, такая темноватая карта, и словно на лодке или на ладье люди или один человек уплывает. Почему иногда это говорит буквально, может быть, поездка вам помогает какой-то вопрос прояснить. Но есть еще вот тот самый успех, к которому мы идем постепенно. Не будет быстро. Это не тот успех, который в разрезе одной недели. Но это когда у нас хватает мужества идти вперед, и мы определенно осуществляем то, что мы задумали. Как будто карта обещает успех. И вот в этом контексте, с учетом шестерки как раз мечей, пусть тут немножко другие прорисовки на этой колоде, вот как будто нужно своей стратегией, тактикой заниматься. И если вы задумали какое-то дело, упрямо идти к своей цели. Я могу трактовать карту умеренности, старший аркан, что потребуется настойчивость. Настойчивость и одновременно дипломатия. Вот, наверное, два козыря. Не форсирование на этой неделе, не пытаться везде и всюду успеть, не брать реванш, правда. И если нужно, может быть, рассмотреть те дела, которые не перспективны. Раз выпадает в позиции, что вам помогает шестерка мечей, вообще в принципе заниматься только тем, что для вас имеет значение, интерес, а самое главное продолжение и прогресс. В личной жизни король жезлов, ну жезловая карта и энергия, это как раз ваша энергия. И это харизматичный лидер, который знает все тайны. На заднем плане Стоунхендж, тут те двери, которые как врата в непознанное, вот именно в этой карте. Может быть для вас какая-то история личная. Я бы сказала, с учетом аркана умеренности, тут нет изменений, мои дорогие, в вашей личной жизни на этой неделе. Или, может быть, вы встречаетесь с таким человеком, который, ну, где-то по энергетике очень вам близок. Или он вас может чем-то заинтересовать. С другой стороны, это можете быть вы сами и ваши планы, и вы где-то будете больше уделять внимание построению своей либо карьеры, либо финансовой какой-то истории, либо вы будете что-то продумывать на будущее с учетом, вот вы что-то как будто хотите осуществить. И по королю жезлов это правда, есть какая-то задумка, идея, и в этой колоде карт нет как будто преград для вас вообще. И поэтому личная жизнь, я так больше вижу, пройдет в спокойном русле. Карта нам говорит, что есть какой-то ваш проект, и, видимо, на этой неделе то, что вы хотите осуществить, может заполнить все ваши мысли
Не только буквально на работе, потому что я больше вижу, что здесь какая-то либо история по документам, либо ваше собственное продвижение, или вы в поиске дополнительного заработка, у кого-то такое тоже может проиграться. И тогда мне словно нужно правильно оценить день сегодняшний и наметить себе планы на будущее. Нет быстрых каких-то перемен на этой неделе. Вот такое спокойствие, ну, наверное, это тоже и неплохо. Сама по себе неделя благотворная, потому что вы что-то можете распланировать. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.